Всем привет! Сегодня у меня на руках LumenKey Magier 60 HE, которая является отличной магнитной клавиатурой за свою цену. Клавиатура имеет великолепное качество обработки и анодирования, а также система маунта не разочаровывает. Ну, начнем по порядку. Комплект. Клавиатура поставляется в транспортировочном кейсе отличного качества. Внутри нас встречает макулатура с информацией о биндах, комбинированный пуллер, пару запасных переключателей или один. И сама клавиатура, завернутая в пакет. Да, комплект можно назвать нищим, но с другой стороны, наличие такого кейса в комплекте с клавиатурой не позволяет сказать ничего-то подобного. Хотя все же хотелось бы увидеть опциональные кейкапы для замены прозрачных, но имеем что имеем. Следом я бы хотел обсудить визуал, который здесь по-настоящему неплох. Разумеется, за исключением кейкапов, который уж больно кричащий и портит весь вид серьезной клавиатуры. Но если поставить сюда что-то более аккуратное, клавиатура будет выглядеть заметно приятнее за счет утонченных пропорций. И я всерьез говорю утонченная, потому что толщина топа в наибольшей точке составляет 2 мм. То есть где-то вот эта грань, это 1,5 мм. И это действительно тонкая клавиатура. Когда ты держишь вот этот вот топ в руках, ощущение, что его можно просто взять и скрутить одной рукой. Ладно, сжать его, и он точно помнется. Поэтому будьте осторожны. Будьте, пожалуйста, осторожны. Будьте бдительны. Топ в верхней части имеет акцентную вставку другого цвета, также выполненную из алюминия. Сделано это на манер их клавиатуры с кастомного сегмента LX60 или Atsuki. Я, честно говоря, не знаю, как относиться к этому решению. На этой клавиатуре это выглядит хорошо, но на более серьезный LX60 мне кажется чем-то неуместным и странным. А вот что мне кажется в этой клавиатуре неуместным и странным, так это задняя часть. А если быть точнее, engraving на задней панели. Вот что-что, а выбранный шрифт совершенно не сочетается с общим стилем клавиатуры и выглядит как-то уж очень странно. Ну... Magier 6.7 и как будто сделанная Times New Roman надпись, которая очень сильно выбивается и бросается в глаза. То есть издалека вроде смотришь все нормально, но как только начинаешь присматриваться, это портит всякое впечатление о серьезности этой клавиатуры. Вот эта вот приписка 6, сделанная странным шрифтом, и наклейка, хотел бы я сказать, но это гравировка, которая вписана, ну уж очень дико. Не знаю, почему они остановились именно на таком дизайне, но имеем, что имеем. Не могу это назвать чем-то серьезным в контексте влияния на ощущение от клавиатуры, но как есть. Также мне хотелось бы упомянуть, что клавиатура имеет разъем стандарта GH60, сделанный очень интересным образом. Раз уж я затронул это, то можно перейти к тому, что происходит внутри клавиатуры и чем она укомплектована. PBT дайсап кейкапы и переключательные, сделанные совместно с Gateron, именуемые Magier HE. Вес в районе 55 грамм ботами, пружины, не знаю, миллиметров 15-16, общий ход 3,5 мм, и ощущаются они довольно неплохо, нет какого-то критичного призвука или чего-то в этом роде. Плейт выполнен из FR4, что на самом деле действительно хорошо для магнитной клавиатуры, так как если бы это был алюминий, было бы довольно много призвуков, а FR4 в свою очередь больше их приглушает. Клавиатура имеет 4 точки крепления Isolation маунта. Сэндвич, не сказать, что супер стабильно сидит, но расположение стоек правильное, чего не достает большинству клавиатур подобного сегмента. Флекс данный маунт дает совсем незначительный, что я могу назвать несомненным плюсом. Ощущение от игры и печати достаточно сбитое. Разумеется, клавиатура забита всеми известными и неизвестными видами шумоизоляции. На ботами можно увидеть предпринятые действия касаемо снижения передней грани в виде наклоненной плоскости в передней части клавиатуры. И теперь мы поговорим уже о самом интересной для меня в этой клавиатуре. Это ее плата. Плата здесь толщиной 1,6 мм. Но непростая. Самая базовая 8000 Гц, настройка в софте до 0,005 мм и защита от брызг IPX4. Что бы это ни значило. Сверху платы, казалось бы, ничего особенного, разве что можно обратить внимание на множество вырезов по контуру платы, которые предназначены именно для унификации этой платы. Здесь сделаны вырезы и под разнообразные O-ring стойки, и вырез под Tray Mount формат GH60, что наталкивает на мысль, что изначально плата планировалась как унифицированная. Но, наверное, спешу вас немного огорчить.
так как данную плату в свою любимую 60% клавиатуру поставить у вас не получится. Когда я перевернул клавиатуру, был по-настоящему удивлен, поскольку разъем к плате прикручивается. Это что-то наподобие Racky 60, где можно поставить или открутить разъем, не отламывая его, как на условном Venom 60, что в свою очередь приводит его к точке невозврата. Но и это не самое забавное. Он подключается к плате при помощи шлейф-коннектора. И как вы думаете, сколько таких коннекторов расположилось на плате? Нереальное число, как мне показалось. 4. 4 коннектора уже сразу же припаяны к плате. Зачем это сделано? Это вопрос хороший. Но, судя по всему, LumenKey собирались сделать магнитную плату и сделали ее для своих продуктов, которые можно будет поставить в другие клавиатуры. Но другой вопрос, что с лейаутом? В теории, эта же плата может подойти к LumenKey LX60, поскольку на ней используется такой же шлейф-коннектор. Но, а если это ХХКБ, а если это ВКЛ, то почему тогда не было сделано дополнительных опций для лейаута? Я не знаю, Sim-U, Split Backspace, Split Shift. Это просто стандартный 60% лейаут, который я не очень одобряю, но в любом случае это масс-маркет сегмент, поэтому к этому у меня вопросов не возникает. Тогда зачем они сделали унифицированную плату без опций лейаута? Этот вопрос так и останется загадкой, я думаю. Ну, разве что GA60 формат она худо-бедно поддержит, а в остальном ей только пиво держать на фоне унификации других плат. Вот вышла недавно новая версия Tofu 60 Redux 2 с A-Ring маунтом и что-то там еще, по-моему, какой-то псевдо-A-Ring. В целом это все, что вам нужно знать про эту клавиатуру. Теперь я предлагаю ознакомиться вам с тайпингом, который здесь получился действительно неплохим. Я хоть и попытался убрать из нее полностью шумоизоляцию, но быстро понял, что это плохая идея из-за того, что клавиатура довольно тонкая. И к тому же стойки на клавиатуре, которые прикручивают этот сэндвич, они не дают убрать всю шумоизоляцию, которая находится на плате. Потому что просто не получается их закрутить. И когда я так собрал, у меня болтался плейт вместе со свечами. То есть допуски под свечи не то чтобы очень жесткие. Они буквально могут двигаться там. Поэтому имейте это в виду. Вынимать вам или не вынимать эту шумоизоляцию, конечно, вопрос открытый. Я бы, наверное, не стал, потому что это магнитка, и ожидать от нее какого-то невероятного звучания тоже смысла нет. Свечи абсолютно обычные, и в целом вот вам тайпинг. Клавиатура в целом более чем приятная. И единственным минусом я бы мог назвать кейкапы клавиатуры, которые хоть и сделаны хорошо, но выглядят уж больно перегруженно, что определенно влияет на восприятие ее как чего-то серьезного. Поменять на какие-нибудь условные iFei за 1500 рублей или что-то более дорогое, и клавиатура заиграет совершенно новыми красками. К свечам, маунту, пользовательскому опыту у меня нет никаких нареканий. Все отлично, и купить эту клавиатуру вы можете в магазине Final Gear, который, к слову, являются дистрибьюторами LumenKey в России. И это действительно хорошо. Ну, напишите в комментариях, что вы вообще думаете о бренде LumenKey и как вам эта клавиатура в целом. Потому что я был доволен.
правильно сделанный маунт, никаких особых нареканий у меня к нему нет. Разумеется, что можно было и лучше, и так далее, и тому подобное. Но, камон, это магнитная клавиатура. Тут в целом потребности у основной аудитории совершенно небольшие. Поэтому я с удовольствием буду пробовать и дальше клавиатуру Lumen Key. А вам желаю всего доброго и спасибо за просмотр.